За последнее столетие наш мир изменился до неузнаваемости. Такие вещи, как граммофон, телеграф, видеомагнитофон, радио, дисковый телефон и прочее, что еще пару десятков лет назад поражало наше воображение, теперь воспринимается лишь как раритет. Регулярно появляются все новые технологии, с которых начинаются социальные революции, и которые полностью меняют наши способы коммуникации с другими людьми. Сейчас мы как раз переживаем одну из таких революций. Хотя она началась еще в 1962 году со скромной, почти скучной идеей объединить все существующие компьютеры вместе для обмена информацией. Но в итоге сегодня к сети подключено почти 5 миллиардов человек, почти 60% населения планеты. Все развивается очень стремительно. После того, как Гутенбергом был изобрен печатный станок, прошло около 25 лет, прежде чем начали печатать книги на разных языках. За первые 25 лет существования телефонной связи ею пользовалось менее 1% населения планеты. И доступ к интернету в 1995 году имели менее 1% мира. Зато в 2005 был достигнут первый миллиард. Второй миллиард в 2010 году. Третий в конце 2014. Преимущества интернета очевидны, ведь мы используем его повсюду. В общеевропейском опросе люди поставили интернет на первое место в своем списке предметов первой необходимости, перед ванной, автомобилем и телевизором. Мы настолько привыкли к нему, что уже не замечаем опасностей, которые он несет нам наравне со всеми достоинствами, а их как минимум 5. Зависимость. Пора признать, что мы стали зависимы от интернета. Если вы спросите 5 своих знакомых, сколько времени они проводят в интернете, то минимум 2 признаются, что слишком много, и они не знают, как остановиться. 3 из 5 первым делом заходят в интернет, когда проснутся. И это последнее, что они делают перед сном. Люди начали ставить эту привычку даже выше межличностного общения. И многие женщины признаются, что теперь у них возникает проблема, как стать интереснее, чем смартфон партнера, чтобы он убрал его в сторону и обратил внимание на них. При этом очень большой популярностью пользуется интернет-порнография. Около 60% взрослых мужчин признаются, что используют ее хотя бы раз в месяц. 9% мужчин считают, что тратят от 10 до 20 часов в неделю на порно. Наша неврологическая система не способна противостоять искушениям, предлагаемым онлайн. И этим прекрасно пользуются многие интернет-компании. Мы знаем слишком много и слишком мало понимаем. Объем информации на кончиках наших пальцев невообразимо велик. Каждую минуту пользователи Facebook делятся 2,5 миллионами материалов. Пользователи YouTube загружают 72 часа видео. Отправляются 200 миллионов электронных писем. Пользователи Apple скачивают 50 тысяч приложений. Между зарождением цивилизации и 2003 годом было создано 5 эксабайт данных. И такой же объем информации теперь создается каждые 2 дня. Данных так много, что нам постоянно приходится придумывать новые слова, чтобы описать их количество. Последний термин – йотабайт. И эта цифра просто ошеломляет и удушает. Чтобы маневрировать,
нам приходится полагаться на поисковые системы. Google выполняет примерно 2,5 миллиарда поисковых запросов в день. Мы спрашиваем у него буквально обо всем, но забываем, что поисковые машины механичны и сильно окрашены в своих интерпретациях. Ведь сначала они обращают наше внимание исключительно на продукты своих спонсоров и партнеров, за которыми легко забыть, какую цель мы изначально преследовали, когда вводили запрос. Потому большая часть информации, которую мы получаем, с точки зрения важности, просто мусор. А мы, считая интернет источником надежной информации, преувеличиваем его точность, важность и мудрость. Мудрость против точности. 12-й по популярности запрос в Google «Что мне делать со своей жизнью?». Но Google не знает ответ на этот вопрос, хотя он постоянно мешает нашим разговорам с тем, кто действительно знает, с нами самими. Угроза конфиденциальности. Тысячи файлов куки отслеживают, куда мы идем и чем интересуемся. Наши мобильные телефоны регистрируют данные о наших передвижениях каждые 5 секунд, даже если они якобы выключены. Глава французской полиции заявил, что теперь практически невозможно совершить убийство и остаться незамеченным. В наших онлайн-путешествиях мы постоянно оставляем так называемые цифровые хлебные крошки. И эти данные постоянно собираются, фильтруются и сопоставляются, а затем продаются маркетинговым компаниям, чтобы те имели подробное представление о нашей жизни. Facebook узнает, что вы гей, раньше вашей матери. 70% из нас боятся признаться в том, чем уже поделились в сети, пока искали информацию. Каждый 7-й подросток на планете отправляет в интернет компрометирующие изображения и вступает в сексуальную беседу с реальными незнакомцами. Большинство интернет-пользователей считают, что службы безопасности отслеживают их разговоры и действия, отчего у некоторых даже развивается паранойя. Но безосновательно ли? Преступления в сети. За последние 20 лет преступность во многих странах снизилась. С момента своего пика в 1995 году она упала в среднем на 60%. Но интернет-преступность стремительно растет. Международное общество предотвращения жестокого обращения с детьми оценило, что в 1990 году насчитывалось около 7 тысяч известных изображений детской порнографии. В 2020 году американские правоохранительные органы обнаружили 42 миллиона изображений всего на одном сервере. По оценкам специалистов, в каждой стране минимум 50 тысяч человек активно загружают и распространяют изображения жестокого обращения с детьми. Жестокое обращение и разжигание ненависти уже стали обычным явлением в интернете. В Твиттере ежедневно встречается 10 тысяч случаев использования российских оскорблений и отправляется 2000 твитов, содержащих слово «изнасилование». 69% молодых людей испытали на себе кибериздевательства. Полиция перегружена. Глава Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании недавно заявил, что они могут сосредоточиться только на менее чем 1% киберпреступлений. С одной стороны, новые технологии всегда приносили с собой новые опасения, которые в результате оказывались беспочвенными. Сократ в произведении Платона «Федра»
предупреждал, что книги способствуют забывчивости. Люди станут слушателями многого, но ничему не научатся. И это слишком мягко и радужно в сравнении с тем, с чем мы в действительности столкнулись. Технологии могут вызывать серьезные долговременные проблемы. Если не верите, спросите у жителей Хиросимы. Так и интернет представляет собой серьезную проблему для наших возможностей. Взаимодействовать с настоящими специалистами, а не с экспертами в сети. Иметь способность мыслить, а не думать, что ответ всегда лежит где-то там. Сохранять эмоциональную связь с реальными людьми. Делать грандиозные открытия, когда нам скучно и наш разум не перегружен. Мы не были готовы к информационной революции, которая внезапно обрушилась на нас. Из-за этого нервная система и психика многих людей просто не выдержала. Чтобы следующее поколение не столкнулось с такими же серьезными проблемами, как и мы, нам следует уже сейчас принимать активные меры по их обучению и знакомству с опасностями этого инструмента. Потому в следующий раз, когда вы просто дадите ребенку в руки планшет и пойдете заниматься своими делами, вспомните, какую это несет для него угрозу. Вместо того, чтобы приучать детей к интернету, мы должны помочь им воссоединиться с миром природы, говорить с ними лицом к лицу. Нам следует прекратить скачивать изображения обнаженных людей, не использовать интернет как развлечение, когда нам скучно, и регулярно выходить в офлайн, хотя бы на 24 часа. Нам нужно научиться контролировать себя не потому, что интернет такой плохой, а именно потому, что он очень-очень приятный и всеми способами оказывает пагубное влияние на нашу способность развиваться и функционировать. Интернет обладает беспрецедентной силой, которая мешает почти всем важным и драгоценным вещам вокруг нас, начиная с нашей реальной жизни.